Здравствуйте, многоуважаемые товарищи, господа, мадам, месье. Я хочу поблагодарить вас за ваше душевное тепло к моей замечательной родине Россия. Мне приходилось за очень длительное время объехать много стран мира, бывать в гостях, оставаться после концерта, давать автографы. То есть постоянно общаться с разными народами нашей планеты. И я постоянно удивлялся, почему же по телевидению, по радио идут какие-то конфликтные ситуации между теми или другими народами. Когда я приезжал в любую страну и пел только русские произведения, я не замечал, чтобы сидящие в зале разных стран люди выражали как бы свое непонимание, свою, что ли сказать, точку зрения оценки моего выступления с русскими песнями, ариями, романсами. Я знаю только одно, и сказать могу только одно, что ни в одной стране мира я не встречал ни одного человека, который бы был безразличен к моему искусству, к искусству моей страны. И меня это всегда так радовало, и в то же время я не понимал, что там наверху делят, какие войны, кто за кого воюет, кто на кого попадает, за что. Я и был в Афганистане, я и был в Китае, в Корее, таких, будем говорить, странах, которые конфликтовали. В Германии, в Чехословакии, всю Европу объехал. И возвращаясь домой, я всегда рассказывал своим близким, детям, жене, родственникам, какой же прекрасный народ на нашей планете живет. Как много я получал от этого народа энергетики, здоровья, желания еще больше жить, творить, еще больше совершенствовать то, что я делаю, еще больше приближать и сближать наши народы. Но я до сих пор никак не могу понять, какие же могут быть конфликты. Поэтому все люди, которые отвечают на мои сайты, которые сделал мой младший любимый сын, и иногда даже меня удивляют, уж не завышают ли мои возможности в моем искусстве. Но смотришь, идут потоки, идут, идут, идут. Я заранее у всех прошу извинения за то, что я сам не могу ответить. Но
со мной сын Миша всегда советуется, очень старается папе помочь и очень хочет, чтобы русское искусство всегда сближало, всегда роднило. Пусть будут разные языки, но люди-то мы одной крови. Поэтому я еще раз глубоко благодарю вас за то, что уделяете время, за то, что слушаете, за то, что понимаете, за то, что участвуете в нашей жизни русского народа. Спасибо вам большое. Огромное спасибо. Я просто не знаю, как вас благодарить, но тем не менее я всем вам, всем людям на планете, которые знакомятся с сайтами с моими, низко-низко кланяюсь и был бы очень рад, если бы судьба обратилась ко мне своим благодушием, и я вновь вышел на сцену и запел бы какую-нибудь любимую вами песню. Всего вам доброго. Дай Бог вам как можно больше энергии. Дай Бог, чтобы все вы полюбили заповедь и выполняли ее: возлюби ближнего, как любишь самого себя. Дай Бог вам здоровья, счастья, да будет мир с вами. Всего доброго, до свидания. Ваш покорный слуга Леонид Харитонов.